Всем привет! Сегодня мы немного отрефакторим и сделаем так, чтобы нам еще можно было сэкономить время. Давайте откроем нашу папку. Наш любимый VS Code. Теперь мы видим, что у нас есть Images, Images Compress, Styles Ready. Давайте это все сделаем более структурно. Сейчас то, что нам не нужно, мы удалим. Давайте сделаем папочку ресурсов, назовем ее SRC, сокращенно от Source. И перетянем туда наши картинки, наши стили и наш HTML. Теперь мы видим, что у нас есть папка ресурсов с картинками, с кодом и стилями. Давайте сделаем такую же папку для стилей. И перетянем. Ну, теперь у нас красиво. Есть ресурсы, картинки, стили. В дальнейшем там будут скрипты и HTML. Дальше вернемся к нашему GALP-файлу. Идея состоит в том, чтобы сделать две папки. Одну с ресурсами, а одну готовую папку, которую мы будем отдавать либо заказчикам, либо бэкэнду на дальнейшую разработку, чтобы у нас были ресурсы и был готовый билд. Так, это нам пока не надо. Вот, для начала мы создадим константу, которая будет хранить в себе папку ресурсов. И создадим константную папку билда. Сохраняем. Далее немножко порефакторим. Сейчас у нас стили находятся не просто в корне, а в папочке SRC. Поэтому мы просто добавим. А получать мы их будем в папке не Styles Ready, а в папке Build. Далее то же самое проделаем с картинками. Переназовем более понятно. Давайте проверим, как оно работает. Так, замечательно. Ага. Нет, по нашей задумке стили должны иметь точно такую же структуру. Значит, нам нужно тут дописать. Соответственно, картинки images. Это мы удалим и проверим. Build Styles стиля. Наши минифицированные, с автопрефиксером. Замечательно. Далее мы сделаем то же самое с картинками. Вот у нас есть картинки. Теперь мы можем отдавать папку Build для дальнейшей разработки. Но мы видим, что там не хватает нашего HTML файла. Давайте его допишем автоматически. Мы же работаем на экономии времени.
Индекс нам надо помещать в папку build, поэтому просто так и оставим. Наш индекс появился. Теперь проверим, правильно ли это у нас отработало. Закрываем ненужную папку. Так, мы видим, что у нас не подтянулись стили, потому что в стилях написан Title Color Blue. Возвращаемся в наш HTML и видим, что у нас ссылка на стили находится здесь, а стили у нас переместились в папку Styles. Сохраняем. Запускаем задачу заново, обновляем и видим, что все работает. Теперь возникает вопрос, неужели нам надо будет каждый раз запускать галп-таски для того, чтобы у нас обновлялся контент? Нет, в галпе существует такая штука, которая может автоматически следить за изменениями ваших файлов. Называется она Gulp Watch. Сейчас мы ее поставим. Устанавливаем Watcher. Прекрасно. Watcher наш появился. Далее научимся с ним работать. Пишем нашу функцию, которая будет называться string, для примера. И возвращаемся к документации. В документации используется старый код, но это нам не мешает исправить его на новый. Gulp Watch, который имеет два параметра. В первом параметре мы передаем, за чем мы будем следить, за какими функциями. А вторым, в новой версии Gulp 4 нам нужно установить закономерность, последовательно или параллельно. В документации у нас написано. И есть некоторые примеры. Как использовать наш Watcher. Далее делаем то же самое с картинками и стилями. Потому что у нас есть функции на картинке и на стиле. И когда у нас появятся скрипты, мы добавим сюда и скрипты.
изображение и стили. Кстати, мы точно так же можем написать звездочку. Звездочка обозначает все. И здесь сохраняем и выполняем. Сейчас мы проверим, что у нас все работает. Открывается у нас индекс билда. Запускаем. Стрим у нас запустился. Берем индекс, удаляем ненужный 12, сохраняем и видим, что HTML команда в стриме отработала. Обновим и видим, что все работает. Не нужно ничего никуда копировать. Это тоже значительно ускоряет нашу разработку. Если мы будем менять стили, то у нас поменяются стили. Моментально отработали стили. И он нам в консоль лог все показал. В следующем занятии мы сэкономим еще больше времени, потому что узнаем, как не обновлять страницу. Gulp умеет обновлять страницу автоматически. Reload page.